прошлой серии мы рассказали о рейдерском захвате кирпичного завода в поселке Зыково и о хищении кирпича на сумму более 45 миллионов рублей. Сегодня поговорим о том, как виновникам до сих пор удается избежать ответственности за противоправную деятельность. 6 сентября 2014 года произошел очередной и длящийся по сей день силовой захват кирпичного завода. Все входы и выходы перекрыли недружелюбные мужчины спортивного телосложения. Работников ООО «Краска-керамокомплект» с ночной смены выпускали с территории, но пришедших утром на свои рабочие места уже разворачивали назад. В процессе захвата у одного из работников были сломаны обе ноги и нанесена рубленная черепно-мозговая травма. Выжил, остался инвалидом, еще 7 работников обратились в травмопункты со следами побоев. Было возбуждено уголовное дело, но лица, совершившие данные преступления, не установлены. Транспорт покупателей, приехавший с утра под загрузку продукции, на территорию не пропустили. Завод захвачен. Директор ООО «Краска-керамокомплекта» и представитель собственника сделали заявление о самоуправном захвате завода в МО МВД «Березовский». Прибывший участковый лейтенант полиции Никитин взял пояснения у сотрудников ООО «Краска-керамокомплект» и ознакомился с документами, подтверждающими право собственности и аренды. У самих захватчиков взять пояснение почему-то не вышло. В результате лейтенант написал рапорт в отдел дознания МО МВД «Березовский» о возбуждении уголовного дела по статье 330 УК РФ «Самоуправство». Статья соответствует действительности, ведь все имущество, имеющее отношение к производству кирпича, земельный участок, цеха для производства, технологическое оборудование – все принадлежит семьям Полищуков и Бабаковых на основании решений суда. Но отдел дознания МО МВД «Березовский» на данный рапорт отреагировал странно. Вместо того, чтобы дать ход на возбуждение уголовного дела, решили всех запутать. Неисполнение лицом решения суда, обязывающее его совершить определенные действия, не является основанием для привлечения его к уголовной ответственности за самоуправство. Хотя погодите, за неисполнение решения суда тоже есть статья в Уголовном кодексе Российской Федерации. Но дальше больше. Существенный вред, причиненный самоуправными действиями, должен являться реальным. Другими словами, имущество-то никуда не делось, а то, что законные собственники в нарушении Конституции Российской Федерации лишены права владением и пользованием, это вовсе не преступление. Дальше собственники обратились с жалобой на неверные выводы дознания об отсутствии состава преступления. Жалоба направлена к начальнику МО МВД «Березовский», полковнику полиции Генетулову. Что же сделал полковник Генетулов? Может быть, пресек длящиеся преступления? Решив, что майору Клепче приказал не возбуждать уголовное дело сам полковник Генетулов, как ее начальник, пострадавшие написали жалобу уже на Клепчу и Генетулова в ГУ МВД по Красноярскому краю. Оттуда дважды пришли ответы, мол, все верно, не является неисполнение судебного решения самоуправством. А про захват завода ни слова. Поскольку полиция не думала исполнять законы и Конституцию Российской Федерации, потерпевшие обратились с заявлением о бездействии полиции в Березовский районный суд Красноярского края. Но и суд им отказал. Причиной отказа стала справка от самого же Генетулова. ООО «Краска-керамокомплект» в настоящее время осуществляет производственную деятельность на кирпичном заводе. Напомним, это и есть выдворенное силой оружие за забор пострадавшая сторона. Но по документам выходит, что все хорошо, завод-то работает. Его теневая выручка – 20-30 миллионов в месяц. И это все в темную, без налогов и отчислений в пенсионный фонд и страхование. Хотя погодите, налоги-то есть, на землю и на имущество, но их продолжают платить законные собственники, а это миллионы рублей в год. А завод приносит свои грязные деньги. И эти деньги кто-то получает. Но кто именно и сколько? Сложно представить, что представленные выше господа полицейские не связаны с захватчиками завода незаконными финансовыми отношениями. Кому только не ходили и куда только не писали пострадавшие, аж до самого Путина и администрации президента. Но все жалобы по цепочке спускались для проверки именно тем лицам, о которых и шла речь в жалобах. Писали начальнику ГУ МВД по Красноярскому краю генералу Антонову, начальнику краевого следствия генералу Белкиной и начальнику полиции генералу Юрину. Обращения исчислялись сотнями. В итоге получили в ответ 2 формулировки. Приготовьтесь. От начальника ГСУ ГУ МВД генерал-майора юстиции Белкиной о наличии гражданско-правовых споров между собственниками Зыковского кирпичного завода.
Генерал Белкина почему-то лично курирует все проверки, связанные с обращением собственников завода о совершенных в их отношении преступлениях, и лично выдает работникам следствия указания добиться от прокуратуры утверждения отказов в возбуждении уголовных дел. От начальника полиции ГУ МВД РФ генерал-майора полиции Юрина о смене формы управления кирпичным заводом. Это все равно, что сказать, что в 1917 году не было революции, а всего лишь смена формы управления государством. Ответы генерал-майоров совершенно не отражают фактических отношений, то есть являются полной неправдой. Собственники у завода только две семьи – Полищуков и Бабаковых, которые между собой никаких споров не имеют, а сменой формы управления является очевидный и незаконный захват чужой собственности. Сегодня в Главном управлении по Красноярскому краю новый начальник. Но хватит ли у полиции мужества признать свои ошибки и принять справедливые, а главное – законные решения? Кстати говоря, в МВД Березовский тоже новый начальник – Евгений Павлов. Но он точно в курсе всех этих событий, ведь с 2013 года он занимал должность заместителя того самого Генетулова. Пока готовился этот фильм, Главное управление МВД РФ по Красноярскому краю вновь отменило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по захвату завода и направили материалы на новую проверку. С нетерпением ждем продолжения.